Сегодня у нас пойдет речь о неком устройстве человеческого мира, об определенной его особенности, о том, как здесь работает человеческая энергия, энергия внимания, энергия намерения и каким образом здесь, на этой планете, происходит реализация желаемого. Попробуем разобраться в определенной структуре, которая присутствует на тонком плане в этом мире. Речь пойдет о структуре мира, которая перераспределяет энергию, жизненную энергию, загруженную в воплощение душой. Это энергия, так называемая энергия воплощения. То есть при воплощении сюда, когда фрагмент спускается непосредственно в воплощение, энергия души спускается сюда, в тело, а на жизнь, вот эту отведенную здесь жизнь человеческого существа в данном случае, есть некий запас энергии. Эта энергия тратится на реализацию желаний, на, собственно, жизнь, на функционирование тела, на построение социальных связей. То есть это фактически энергия жизни. Это то, за счет чего функционирует человеческое существо. То есть это как бы энергия в широком смысле. Она может быть, если на нее смотреть, на эту энергию, то можно ее условно разделить на разные составляющие, на разные слои, на разные частоты. Но в целом это энергия души, которая выделена на конкретное воплощение человека. Например, на ваше воплощение текущее. Обычно к этой теме начинают подходить, когда не реализуется желаемое. Не реализуется то, что человек хочет провести. Либо требуется очень большое количество усилий, человек делает, смотрит в разные стороны, пытается создать, оно как будто утекает все, и результата нет. Либо когда человеку очень сложно себя вообще переместить, вообще поднять на какое-то дело, и энергия как будто выливается из него, и он не может довести ее до реализации. Через апатию и так далее, через подобные состояния. Или когда это настолько сложно действовать, что для реализации какого-то промежуточного шага требуется огромное количество энергии. Когда человек работает со своей структурой воплощения через сердце, через активацию энергии, идущих от души, мы все равно продолжаем сталкиваться, все мы, с темой, которая не позволяет войти в материю в той степени и в той реализации энергиям, которые мы сюда проводим. То есть что-то не срабатывает. Не срабатывает, потому что системы мира, они как бы настроены через определенные структуры, имея определенные способы, определенные задачи и цели на эту жизненную энергию. У них есть свое направление и свои цели. И провести в обход раньше было невозможно эту энергию. Она все равно шла через некую структуру мира. Изобилие, творчество и любая другая энергия не приходит в руки в том объеме, в котором она как бы в воплощении есть, ей не удается воспользоваться, ее невозможно как бы принять до конца. Поскольку есть структура, у нее есть определенные законы, определенные правила, она работает очень четко, и она запускает принцип как бы гиперреалистичности для тех, кто занимается интеграцией частей души, для тех, и особенно для тех, кто работали с эгрегорами. Сейчас происходит активация и возможность работы с эгрегором, с структурой мира, очень плотной, уже физической, эмоционально, ментально, физической. Есть точки входа в эту структуру. Я пишу, что это за точки входа, как туда попасть и что за ней, какое состояние за ней. Она полностью вся в дефиците, она расставляет как бы действующих лиц в определенном порядке
И в этом мире все так работало, что все как актеры расставлены по своим местам, и все очень четко. В обход этой системы практически ничего не работало. Именно в материальном мире. Если по верхам, по тонким планам оно работало, то в материю оно доходило именно в том порядке, как расставлено, и как эта энергия перемещается от одного к другому. Это определенный принцип перенаправления энергии. То есть она забирается у одних, направляется в другое место определенным образом, вполне конкретным, и после этого как бы уходит. Фактически структура построена на то, чтобы изымать энергию воплощения живого существа из воплощения, из структуры воплощения, изымать энергию в любом качестве, во всех качествах, в зависимости от того, на каких слоях, на каких уровнях идет, скажем так, внешняя необходимость вытянуть энергию из живого существа, на тех слоях она и вытягивается. Это может быть энергия жизни в буквальном смысле, это может быть просто лишение жизни, это может быть лишение здоровья, это может быть фактически самое популярное, это как бы лишение счастья, если можно оперировать этим понятием в широком смысле слова. Счастье как бы. Вот это вот вкус жизни как бы. То есть это вытягивание энергии. То есть человек оказывается полностью обессиленным. Эмоционально ли, ментально ли, физически ли. Но тем не менее смысл в этом. Вытянуть как можно больше и в итоге дочисто. То есть этот процесс происходит иногда быстро. То есть просто он умирает где-нибудь, например, в боевых действиях. Или это происходит в течение условно длительной жизни, когда человек в течение всей своей жизни страдает каким-то определенным образом. Вот эта энергия страдания составляет все его бытие. И за счет этого происходит отъем энергии в другом качестве. Но в объеме, так или иначе, она изымается. Какой принцип? Какая суть? Принцип, который задает форму самому принципу развития. Когда-то оно и было создано для развития, для получения уроков через страдания, как единственно возможный вариант. Потом добавилось как бы обучение урокам жизни, опыту, прохождение его через служение. Но они стоят как бы на двух чашах весов: и страдания, и служения. Те формы, которые функционировали раньше, единственно возможные, сейчас уже не обязательно для прохождения. А вот выхода на состояние игры, творения, созидания, его пока оно как бы существует только по верхнему плану. В материи осуществить это не получается в том объеме, в котором оно чувствуется от души. Стоят блокировки, и через эти зоны блокировки идет перенаправление энергии в некое коллективное, а потом вывод в другие там пространства и так далее. Потому что действует вот эта вот система. Она продолжает действовать, и она как бы, она уже может не действовать. То есть она может быть через отдельные индивидуальные структуры изменена. Индивидуальные структуры в смысле через индивидуальных существ. Для отдельных конкретных существ это может быть завершено. Например, для вас. Вы, может быть, если вы смотрите это видео, возможно, вы можете себя из этой системы выпилить. Да, и таким образом создаются прецеденты, и как бы зона эта расширяется. Она в целом будет выходить, все человечество, из-под влияния этой структуры, но это процесс долгий. Как работает, какие точки входа в эту структуру? Для работы с этой структурой индивидуально для существа. Это состояние, когда ты вкладываешься, а результата никакого не имеешь. Вкладываешься и на тонком плане, и на физическом, по-разному работаешь, но тем не менее для создания чего-то требуются огромные силы, и результат крошечный или абсолютно нет никакого результата, получается как-то абсолютно по-другому. То есть фактически в материи нет никакого результата, а силы куда-то ушли. Ощущение усталости и бессмысленности жизни от того, что жизнь проходит вот в таком темпе. Или состояние, когда есть апатия, невозможно сдвинуться с места для того, чтобы
совершить промежуточные действия в своем направлении, требуется огромное количество ресурсов, просто чтобы себя поднять, сделать какую-то небольшую часть. Вот такие вот состояния от того, что вся жизнь проходит вот в таком состоянии, требуется очень много сил для очень простых действий, для очень там, где должно быть легко, становится практически невозможно тяжело. И нет никакого результата, и не получается форма. Вот такие состояния являются входом. Также состояние в целом бессмысленности, тотального ощущения, что больше незачем. Ничего не получается, невозможно, неинтересно и так далее. Вот некая ровная линия, полностью никак, бессмысленно. В это состояние сейчас приходят очень многие существа по разным причинам. Не всем идти через структуру мира, не все работают с тонких планов, но для тех, кто работает и есть эти состояния, есть вот эти вот точки входа туда. Тут суть заключается в том, что эта структура, она представляет из себя, как разнонаправленную энергию, разнонаправленное движение, когда энергия, которая отдается, жертвуется, она направляется в одну сторону, а энергия, которая забирается нами в наших целях, она перенаправляется через эту точку в другую сторону. Она пережимается и вытягивается энергия через структуру. Это состояние вот этой усталости и вытягивания, через него можно работать. Через эти состояния вы можете в структуру мира выйти, через свои части души. Для этого необходимо знать, для работы с этой структурой, она имеет очень особенную форму, особенную суть. Она не похожа на эгрегоры, с которыми мы работали. Она представляет из себя некую прослойку внешнюю, которая накладывается на на мир, на любые связи, на любое движение, обмен энергией. Она накладывает, как лекало такое, как кальку, как тонкую белую бумагу на все. И она через нее активируются разные печати, то есть разные способы обмена энергиями для вывода через нее. Метафора с калькой, которая наложена на чертеж, наверное, самая близкая, самая точная. То есть чертеж, он такой, какой он есть, такой, какой он должен быть. Это, условно говоря, инженерный документ. Но на него сверху накладывается прозрачная бумага, на которой достроены какие-то вещи, проведены связи, которых не было на изначальном чертеже. Что-то дорисовано, докручено, перестроено, переделано, что-то скрыто, и скрыто многое. И за счет того, что сверху наложена вот эта вот прозрачная, полупрозрачная некая бумажка с какими-то там достроениями, весь чертеж начинает иметь другой смысл, другую форму, и энергии для наблюдающего начинают течь по ним, по этому чертежу, по этой схеме, начинает течь иначе, то есть совсем по-другому. Но дело в том, что смысл-то здесь в чем, что вот эта калька, как метафора, она не меняет изначального чертежа. То есть сама структура мира, то есть то, что за этим наслоением лежит, оно как было, так и стоит. Другое дело, что из воплощения, из своего сознания отсюда человеку, который включен в эту структуру, в эту систему, ему почти невозможно, то есть невозможно буквально увидеть то, как устроено на самом деле, вот то, что там за этим. То есть невозможно увидеть, что все соткано из абсолюта на собственном опыте. Об этом можно знать, например, об этом можно догадываться, это можно как-то подразумевать и с этим считаться. Но почувствовать это и практически иметь с этим дело невозможно, пока себя из этой структуры не вынешь, пока не поставишь себя вовне, пока ты ее не увидишь в итоге, что она есть, пока не почувствуешь, что вот эта вот тонкая граница искажений, то есть вот эта иллюзия, она нанесена.
То есть, что она существует, что она как папиросная бумага полупрозрачная, все время присутствует в каждом взаимодействии, в каждом мотиве, в каждом вашем движении, в каждом помысле, в каждом действии, в чем угодно, всегда. Там интересна суть, что эти достроенные чертежи и связи на этой кальке, они при вкладывании энергии людьми в то, вот как она достроена, в эту систему, она становится очень реалистичной. Она становится единственной реальностью и уверенностью, как все работает. Она ее не обойти. Она сразу достраивает все связи реальности, и она перестает быть прозрачной, она становится единственной реальностью, и все работает вот так. Степень достоверности становится 100%. То есть невозможно увидеть. Пока в нее втягивается ваша энергия, пока лично вы вкладываетесь в ее реальность, эта реальность объективна для вас. То есть она такая, и другой не может быть никогда, никак. То есть невозможно увидеть то, что за. Так происходит управление коллективной реальностью, разнообразные социально, финансово, политические, в личных отношениях, все связи, взаимодействия с близким кругом, с дальним, все принципы контактов, они, особенно если они обозначены какими-то, официально, скажем так, они уже точно работают по системе этих связей, даже если такого намерения нет. Прозрачность ее, когда вы знаете, что степень достоверности, она усиливается, и от того, сколько энергии вы туда вкладываете через эту систему, вы подразумеваете, что она должна быть полупрозрачной, что эти печати, что это способ взаимодействования, способ обмена энергиями, он не единственный, что есть разнообразные, и этот уже не обязательный. Он просто как устаревшие связи какие-то, устаревшие способы, которые для пребывания здесь существу уже не нужны. Для тех, кому не нужны, кто чувствует этот опыт и чувствует, что это так. Многим людям они нужны, и они будут с этим отдельно разбираться, как нужны, почему нужны. У кого работает через эгрегоры, у кого приходит там, не знаю, успех, деньги через какие-то связи, значит, оно работает, оно пополняется, душа выполняет свою задачу, человек воплощение выполняет свою задачу так, как она заложена душой. Если там нет напряжения, у вас происходит все так, как вы хотите в какой-то зоне, то так оно и должно быть. И слава Богу. Пытаться поправить то, что хорошо работает, это пока что не тот период, в котором мы находимся. Да, разговор, конечно, для тех, у кого не работает так, как хочется, не получается, и все еще и до сих пор, что называется. Есть куда посмотреть еще. В итоге степень достоверности на пальцах можно это почувствовать, когда, вы знаете, чем сильнее боль, например, физическая боль, чем сильнее боль, тем сложнее от нее отвернуться, тем сложнее ее не замечать, и тем сложнее поверить и почувствовать, что эта боль всего лишь чувство, всего лишь какое-то ощущение, одно из многих. То есть вот эта интенсивность переживания заставляет вас верить в его реальность, в реальность этого переживания. Поэтому поддержание этой структуры, скажем так, коллективно происходит по-разному, но в целом через страдания. И степень важности. И степень важности, безусловно. Это близко к тому, о чем говорили буддисты, о том, что весь мир страдания, весь мир иллюзии, и вот он весь погряз в страдании. В целом можно для себя считать, что это в какой-то мере об этом. То есть вы
Ну вот, послушав нас, посмотрев это видео, можете попробовать сами для себя, напитавшись вот теми энергиями, теми ощущениями, которые мы передаем сейчас, можете попробовать заглянуть, просто заглянуть за грань, дать себе внутри точку такой допустимости, что есть как по-другому, что то, в чем пребывает ваше сознание, это не единственный взгляд на вещи. И это не только так устроено, что устроено может быть иначе. Попробовать таким образом от этой точки оттолкнуться, от этого допущения внутреннего, попробовать заглянуть и увидеть вот это наслоение, вот эту калечку, вот эту бумажку, себя как бы вынуть из этого, как бы отступить назад и встать в стороне. Когда вы запускаете эти части в интеграцию, эти части души, процесс разворачивается таким образом, что вы начинаете, вы как будто смотрите на что-то явное, очевидное, глубоко болезненное, местами ужасающее, вот как оно представляется, а как будто видите, что это просто верхний слой, как пленочка на пульте. У нее такая же степень важности и весомости, и начинает видна быть вся глубина. Что за ней? Видно смыслы, связи, абсолютной энергии, состояние света, благости, состояние гармонии, как у этого объема, как за этой калькой, когда она становится прозрачным, виден чертеж. Он становится ясным. Как вглядываешься в него, а он начинает выявляться, какой он есть на самом деле, и что за этим вообще что-то есть. По мере исцеления через свои состояния своих частей души приходит состояние, сначала кратковременное, состояние ощущения гармоничности, не связанное ни с чем, ни с какими событиями, ни с тем, что наблюдается или еще что-то. Как будто ниоткуда. Состояние гармонии, состояние благости, состояние удовлетворения, благодарности. В целом вот единое состояние гармонии. Очень цельное чувство. Очень цельное, которое ни с чем не перепутаешь. Оно противоположно состоянию невыносимости. И это состояние появляется в течение дня, потом все больше и больше. И по сути это и есть состояние, из которого можно творить, созидать, из которого можно с удовольствием жить свою жизнь, заниматься теми процессами, которые в ней происходят. Это базовое состояние работы не через структуру, когда энергия движется не через структуру и через страдания или служение перенаправляется в системе, а когда она идет свободно от души, свободно сюда, в материю. И когда фоновое состояние всей структуры воплощения и здесь состояние очевидное, это состояние гармонии и благости, то тогда все процессы в жизни, все события, вся реализация происходит из этого фонового состояния. Оно является базой. И это два совершенно разных принципа жизни. Одно – это фоновое состояние невыносимости, а другое – это фоновое состояние гармоничности и удовольствия. Да. Тут такое дело, что мы говорили про бессмысленность, про невыносимость, про страдания. Дело в том, что это видео в первую очередь для людей, для существ, которые чувствуют то, о чем идет речь. Для тех, кто как всей кожей понимают, что имеется в виду. Не стоит вопрос, о чем это видео вообще-то. И здесь такое дело, что в основном состояние вот этой бессмысленности, апатии и по-всякому то, что Аня рассказывала, как оно может проявляться в жизни, это фактически отказ души, вашей души, жить в этом мире, проявляться и пускать сюда энергию души, свою энергию,
на таких условиях, чтобы эта энергия была через структуру вот эту общемировую структуру перенаправления отъема энергии, чтобы она была использована вот таким образом. То есть на таких условиях вы, как душа, не согласны здесь пребывать. И кажется здесь за счет вот этой степени достоверности высокой, потому что структура-то накачана энергиями, каждый первый в ней включен, каждый первый ее напитывает, за счет этой достоверности, как будто бы даже с верхних планов нет ощущения, что можно им пребывать в теле, пребывать в воплощении и не быть включенным в эту структуру. Так вот, хорошая новость в том, что это возможно. Это можно сделать. Из нее можно просто выйти своим вниманием, и все. За счет этого вы получаете что? Вы получаете доступ к энергиям своей души, получаете доступ к этим энергиям прямо в своем теле, в физическом, получаете тотально иное самоощущение, получаете как бы возможность жить на полную катушку, никуда свою энергию не сливать. Это принципиально иной способ жизни. Да. Причем вот этот отъем энергии, о котором идет речь, вот это перенаправление энергии, как будто налоги, знаете, все время платишь, а у тебя остается какой-то ноль без палочки постоянно в руках. Вот это ощущение, оно заканчивается. Вот это заканчивается. Оно заканчивается каким-то одним внутренним движением. Этим одним внутренним движением вдруг раз, и получается увидеть, что это все просто шелуха и больше ничего. Этот тип бессмысленности подразумевает ощущение глубинное, осознаваемое или нет, но явное ощущение, что я так тяжело не хочу, что вот эта тяжесть, она лишает восторга, она лишает движения и смысла, что в ней неинтересно двигаться, чтобы продолжать оставаться на месте, неинтересно. И как бы за этой бессмысленностью кроется именно отсутствие способа жить по-другому. Через эту структуру оно исцеляется. Вы исцеляете и как бы выходите вовне. И эти состояния благости, они являются как бы маркером того, что вы постепенно выходите из-под этой структуры разными своими, процесс трансформации структуры воплощения, особенно плотной, он так не в один момент происходит, но постепенно эти моменты, их становится больше. Они как бы бессвязные, ни с чем не связаны с событийным рядом, и они не должны быть связаны. Это как бы фоновое состояние жизни, противоположное способу жить из невыносимости, фонового напряжения, а дальнейшие всплески, идущие от души энергии, какого-то восторга или ощущения прилива энергии, это уже как бы, результат как бы и указание на то, как двигаться. Происходит какое-то событие, там происходит какая-то встреча или что-то еще, происходит всплеск ощущений, там, допустим, восторга, воодушевления. Ты начинаешь это делать и заходишь в процесс создания чего-то. А вот это состояние благости, оно как бы фоновое состояние жизни. Это становится нормой. Нормальное состояние постепенно. К этому речь идет, вот еще такой взгляд на вещи. Сейчас много в поле говорят о том, что нужно отказаться от развития через страдания. Как-то вот все пытаются вдруг отказаться от развития через страдания. Но вот это практичный способ. Это, собственно, то, о чем речь, что вы как бы отказываетесь от развития через страдания, отказываетесь от получения опыта через страдания. То есть вы выбираете проявляться сюда, вне структуры, вот этой структуры эгрегориальных страданий, которая построена на сути страданий. Все искренние настоящие процессы, это как бы способ говорить, все искренние настоящие процессы происходят, конечно, не через отказ, а через принятие и выбор. Я выбираю вот так.
И должны быть практические инструменты, как это на самом деле выбрать, как это намерение провести, как его активировать. И этот выбор я выбираю развитие через там, состояние благости, Любви, гармонии, благости, да. любви. Я его выбираю, и я должен где-то его выбрать. Я не могу просто заявить, сказать, вот так будет, если я нахожусь внутри системы. Если у меня есть способы, как из этой системы свои части исцелить, принять и как бы высвободить свою энергию оттуда, и после этого выйти. И посмотреть снаружи. Да, как над структурой встать, потому что вы все больше, чем эта структура. Ну, Хоть как она бы и вне, кажется такой как бы вне. большой и достоверной. Над это довольно просто с верхних планов посмотреть. Вне, а да. вот выйти вне ее, это немножко другое действие. То есть если вы, вот как я говорил, найдете в себе точку, из которой вы сможете для начала допустить, что это возможно, то есть по-настоящему внутри допустить, что возможно все не так и иначе, прям искренне для себя, то вот от нее вы сможете оттолкнуться и посмотреть снаружи. Что, то есть, можно не страдать, то есть по-настоящему. То есть до конца в это поверить, что можно хотя бы какой-то своей частью. Вот. После этого станет возможно сделать это на полную катушку. Как Аня говорит, постепенно, шаг за шагом, но возможно. Хорошей практики и счастливого пути. До встречи. До встречи.